Здравствуйте, друзья! Это «Пластмассовый енот», канал о ТПА и не только. Не так давно мы завели канал в Telegram. Он так и называется «Пластмассовый енот». Если YouTube будет недоступен в нашей стране, то в этом канале вы сможете увидеть все наши новости, новые выпуски, новые публикации. Подписывайтесь. Ссылка на канал есть в описании к ролику. Также в описании есть ссылка на Telegram-чат «Литьон ТПА». Сегодня мы расскажем и покажем, как работает интрузия на термопласт-автомате. Насколько я понимаю, интрузия нужна в том случае, если не хватает у термопласт-автомата объема впрыска. То есть изделие имеет объем больше, чем объем впрыска у термопласт-автомата. Вот, именно так. Именно в таком случае используется интрузия. Потому что просто так интрузию использовать не нужно. Например, если ход шнека 300 мм, мы уже задали 295 мм, 5 мм на декомпрессию, и у нас все равно отливка не проливается, не доливается или недоуплотняется, или чуть-чуть по кромке не проливается, можно использовать интрузию. Если я правильно понял, то интрузия используется в том случае, если немножко не хватает у ТПА объема впрыска. Да. Да, то есть процесс такой, что после того, как уже доза набрана в шнеке, перед тем, как происходит основной впрыск, шнек продолжает вращаться, как экструдер. И за счет вращения шнека немного материала впрыскивается в форму. Поступает, да. Поступает в форму, потом идет уже нормальный впрыск настоящий. Да, и интрузия, я так понимаю, она не регулируется ни сантиметрами, ни миллилитрами, ничем, она только секундами регулируется. Секундами, потому что шнек в это время вращается на месте. То есть, по большому счету, получается, что мы теряем там в точности, управляемости, да, потому что мы только секунду задаем, и за эти секунды может выпроснуться как там 20 миллилитров, так и 25, так и 30, да, это как открыл кран, да, если ты ночью открыл кран, то там за минуту у тебя выльется 10 литров. Если ты утром, когда все моют руки, да, открываешь кран, то у тебя за ту же самую минуту может выпроснуться 5 литров. Да, также с интрузией, да, что при одних условиях там, за эти 5 секунд один объем впрыска, при других другой. Мы теряем в точности, да, в повторяемости результата. Но когда это необходимо, да, для того, чтобы, если позарез, надо увеличить немножко объем впрыска. Да, или просто нету большего станка, а форму нужно ли. И я так понимаю, есть опять ограничения, да, что, например, нельзя все изделия лить с интрузией, например. Да, соответственно, это льются изделия толстостенные, где нет проблем с проливаемостью. Да. Это льются изделия, наверное, где сечение впускного литника довольно большое, да, потому что давление у интрузии низкое. Да, и, соответственно, нельзя лить изделия, где тоненькие литнички. Нет, лить можно, но не получится качественно отливки. Получится, да. Понятно. Ну и само изделие должно быть толстостенное, да, легко литься. Толстостенное, потому что материал сразу застынет, если тонкостенный. Ну, как правило, вопрос с нехваткой объема впрыска, он возникает с изделиями толстостенными. Да, которым нужна большая масса впрыска, большой объем. Есть некоторые ограничения для использования интрузии. Рассмотрим эти ограничения. Во-первых, это толщина литниковых каналов, толщина впускных каналов на пресс-форме, толщина стенок на отливке, путь течения расплава от точки впрыска и до крайней точки на отливке. Все это как бы влияет на то, получится ли получить качественные отливки при использовании интрузии. Также на качество отливки при использовании интрузии влияет сам литьевой процесс, температура пресс-формы, температура и текучесть материала. Также следует учитывать, что не на всех термопласт-автоматах есть функция интрузии. Так, ну что, давай покажем, как это настраивается в контроллере термопласт-автомата и как визуально выглядит поток пластмассы, который впрыскивается интрузией и впрыском термопласт-автомата. При средних настройках. При средних настройках. На термопластомате, на контроллере Кеба, настройка интрузии находится на страничке загрузки. Вот здесь. Здесь активируется интрузия, задается противодавление. Если станок оборудован пропорциональным клапаном на управление противодавлением. Давление, скорость и время, в течение которого будет, соответственно, активирована интрузия. Основное это время, правильно? Ну, время, но в то же время и давление, и скорость также влияет. Это с какими оборотами будет вращаться шнек у нас. Зависит давление, скорость. И, соответственно, противодавление. Если противодавление будет нулевое, или с помощью вентиля, если ручной привод настройки противодавления будет настроено противодавление нулевое, то шнек может еще немножечко назад отодвигаться, если еще есть у него куда двигаться. То есть противодавление должно быть выставлено.
По манометру 2-3 мегапаскаля. Ну что, давайте теперь визуально покажем, как выглядит впрыск при помощи интрузии и для сравнения, как выглядит впрыск с помощью основного впрыска гидравлического, да, цилиндра. Сейчас будет обычный впрыск. Вот, мы снимаем через окошко. Ага. Это был впрыск при относительно небольшом давлении, да? Давление 65, скорость 70. При среднем давлении и при большой скорости. Больше скорость влияет, если мы хотим визуально увидеть. Так, а сейчас покажем интрузию. Так, это у нас была интрузия, да? При средних давлениях и скоростях. То есть визуально видно отличие впрыска и интрузии. Гораздо ниже давление и скорость. А теперь мы попробуем настроить интрузию на нашей пресс-форме, которая стоит в термопласт-автомате. Но эта пресс-форма, она не очень подходит для интрузии. Да и у термопласт-автомата, в принципе, большой у нас запас по объему. Ну, просто для эксперимента попробуем сделать на ней интрузию. Попробуем сделать на ней интрузию и добиться качественного изделия. Попробуем отлить изделие без интрузии, то есть классическим впрыском. И попробуем показать, что будет, если сделать слишком много интрузии, когда уже будет страдать качество изделия. И посмотрим, насколько нам интрузия сэкономит объем впрыска, то есть насколько уменьшится у нас объем впрыска при использовании интрузии. Сейчас будет эксперимент. Это изделие отлито без интрузии, да? Вот, качественная отливка. Так, теперь давай сделаем небольшую интрузию, да? Покажи, сколько. Включаем интрузию. Включаем 2 секунды на интрузию. До этого у нас подушка была 16 миллиметров. Отливка с интрузией 2 секунды. Вроде еще качественная, да? При этом подушка стала 24 миллиметра. А была? 16 миллиметров. Вот 8 миллиметров впрыск уменьшился на 8 миллиметров, получается. То есть дополнительно мы при той же дозе загрузки добавили 8 миллиметров ходушняка, да, виртуально. Давай увеличим еще интрузию. Увеличим интрузию до 5 секунд. При тех же настройках давления, скорости против давления. Запускаем. Так, изделие при 5 секундах. Выглядит все еще нормально. Но Какая при подушка? этом подушка у нас уже 35 миллиметров. Ага. 16, 24, 35. То есть, если это в процентах, то мы сейчас вот на табличке покажем, сколько мы выиграли в процентах. Давай еще увеличим интрузию. — 10 секунд. И запускаем. Опа, что-то уже пошло не так. Ага, подержи-ка. Так, вот видим, уже изделие не пролилось, да, видим, потому что во время интрузии материал начал застывать. Как мы ранее говорили, одно из тонких мест при использовании интрузии – это толщина ледниковых каналов или впускных каналов. Так как впускные каналы здесь очень тоненькие, то получается интрузией вот это залилось и застыло, а впрыском уже не смогло продавиться. Из-за разной толщинности впускных каналов, возможно, здесь он побольше, соответственно, здесь впрыску удалось продавить. При этом на отливке мы видим следы Это от перехода с интрузии на впрыск. да, которые тоже бывают, влияют на качество, и по этим замечаниям отливку невозможно принять. Так, вот смотрим на подушку. Видим, что без интрузии была подушка 16,7 мм. Вот.
С интрузией в 2 секунды была 24,6, с интрузией в 5 секунд стало 35 мм. Это означает, что у нас основной впрыск уменьшился вот на эти 19 мм. То есть фактически мы могли бы эти 19 мм дополнительно к максимальному впрыску впрыснуть в изделие. Тут у нас максимальный ход шнека составляет 210 мм, соответственно, это почти 10% вот на этой отливке. На другой отливке, на более толстостенной, с более толстыми литниками, процент может быть выше, может быть до 20-30%. Это был пластмассовый енот, и сегодня мы узнали, как работает интрузия, как ее настраивать. Пишите в комментариях, используете ли вы интрузию, какие проблемы с ней возникали, какие вопросы остались. Подписывайтесь на наш канал, а также подписывайтесь на нас в Телеграме и заходите в наш чат в Телеграме.